Всем привет, друзья! Дима Даниэль, Скалска, Болгария. 20 июня, 23 год. У нас лето, у нас прекрасная погода, солнце, все замечательно, полное позитивное настроение. У нас гостит подруга Светочки, наша свидетельница со свадьбы, друзья. 3 июня 1995 года был заключен исторический брак в городе Кишиневе между мной и Светланочкой. И этот брак длится уже, да, 28 лет, друзья. Можете себе представить, это как пожизненное заключение, но это шутка. И Лиля – это свидетельница на нашей свадьбе. Поэтому Лилю я тоже знаю уже 28 лет. Ну, прекрасно, замечательно, когда две подруги смогли встретиться здесь, в Болгарии. Им встретиться намного проще, чем было встретиться, например, Лиле приехать в Израиль. Хотя она и туда приезжала. Мы с Лилей встречались еще и в Петербурге. И вот сейчас снова такая встреча на Скалску. Замечательно, хорошо, позитив, у всех хорошее настроение. Итак, друзья, вот вы знаете, недавно мы, конечно, все прекрасно и хорошо, когда мы разговариваем постоянно о релаксации, позитиве, погоде в Болгарии, о вкусных помидорах и о красивых местах в Болгарии. Но, ребят, все-таки очень многие люди приходят на этот канал с целью получить какую-то, на самом деле, информационную и нужную информацию. Она есть не в каждом видео, естественно, потому что блог некоммерческий. Канал не преследует каких-то целей заработать с вас денег или вам продать какую-то услугу или что-то еще предложить. В этом, в общем-то, и преимущество. Поэтому это канал мой личный. Я здесь администратор, комментатор и банщик. Вот. Недавно я сделал в сообществе такой опрос. Мне стало интересно, а где хотят люди жить в Болгарии? Потому что, когда подписчики спрашивают: Дима, а где бы ты нам порекомендовал жить? Я говорю: ребятки, это вообще вопрос не ко мне, потому что каждый из вас, я, например, вам скажу, что я рекомендую жить здесь, а вам это не подходит. Вы живете и покупаете, и приобретаете недвижимость в тех местах, где нужно вам. Здесь я не критерий, я только могу рассказывать о плюсах и минусах, четко нашей жизни, так как мы живем в селе, в болгарском селе. Вот здесь я могу сказать четко плюсы и минусы нашего проживания тут. И по опросу я предполагал на самом деле, что естественно, меньшая часть населения и людей, которые хотят приехать в Болгарию, хотят жить вот в таком уединении, в таком селе и в такой, можно сказать, как называют, глуши и вне цивилизации, на что я на приколе просто смеюсь, потому что от нас цивилизация здесь, она рядом, она есть. Есть города, есть крупный город, есть небольшой город, но сейчас не об этом. Многие люди не готовы, не могут, не хотят жить на земле с домом в участке. Уважаемо, абсолютно уважаемо, друзья мои. И здесь сказать: ой, здесь так круто, вот приезжайте сюда. Нет, я не буду. Тому, кто круто, он поймет. Он сам для себя знает, что он хочет дом в деревне, и здесь мне не надо его уговаривать. А смысл его уговаривать, это тоже, в общем-то. И я понял, что большая часть людей, огромная часть людей, она не хочет вот этой сельской жизни, она не привыкла, она не готова, им это не нужно. Это нормально абсолютно, друзья. Абсолютно нормально. И в идеале, я вам скажу честно, что если бы у нас была возможность, мы говорим про, естественно, финансовые возможности, мы, наверное, тоже бы купили бы себе в каком-то городе. Опять же, ни Софию, ни Пловдив не рассматриваю, то, скорее всего, при финансовой возможности мы купили бы себе где-нибудь новострой какой-нибудь в Бургасе или в Варне, или Солнечный берег, если бы была возможность. Для того, чтобы иногда, когда надоедает дом в селе, сесть просто на машину и поехать туда, в квартиру, в апартаменты, где ничего не нужно ремонтировать, где нет курочек, где нет собачек, где нет кошечек, где можно просто зайти, нажать кнопки, кондиционеры, пойти покупаться в бассейне и получить полные блага цивилизации. Это иногда тоже очень интересно. Прежде всего, с этим нет проблем. Потому что, даже если мы не купили, мы можем поехать и у кого-то это арендовать на день, на два, на три. Да, заплатить какие-то деньги и получить тот же кайф, не имея никакой головной боли, с покупкой, с содержанием, с оплатой этих квартир или апартаментов. Но это мы.
И исходя из этого, я начал понимать, что подписчикам будет тоже интересна какая-то информация по продажам, по качеству продаж, по вообще методике, методу продажи и покупки вот в таких апартаментах или комплексах. Я сразу хочу сказать, друзья, что проживание в апартаментах, в комплексах имеет свои огромные плюсы и имеет свои большие минусы. Ну, про плюсы говорить я не буду, о них пишут все риэлторы везде. А я расскажу вам про минусы. Для меня, вот почему бы я не купил, и, возможно, почему бы я купил, но не стал бы жить постоянно в таких апартаментах, объясню. Так как все побережье Черного моря, которое включает много городов и много апартаментов, оно живет сезонно. Сезонно это где-то, наверное, ну, я не знаю, меня подскажут, май до октября. И вот тогда жизнь как-то бурлит, много людей, движение, бассейны, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Что происходит после этого в этих апартаментах и комплексах? Ну, ребят, не все там живут постоянно. И вполне будет вариант, когда в вашем комплексе будет жить несколько человек. Будет ли вам там скучно? Не знаю. Это минус? Минус. Какой еще минус апартаментов и комплексов? Такса поддержки. Да, друзья, такса поддержки, она очень важна. Потому что если вы купили апартаменты, предположим, 60 метров, и такса поддержки у вас, предположим, 7 евро за квадратный метр, вы за год заплатите 420 евро. Живете вы там или не живете, вы будете за это платить. Это минус? Естественно, минус. И минусов еще очень много, и их надо проверять. Их нужно анализировать и только после этого понять для себя, нужна ли вам такая засада. Я не говорю засада. Сейчас вот здорово, да, я хочу вам показать в конце этого видео пару предложений и пару цен с фотографиями о том, что продается. И сейчас вам говорю, не покупайте. Да нет, друзья мои, вы взрослые люди. Я просто говорю про минусы, а принимать решения будете вы. Почему именно эти фотографии я и буду показывать? Я не буду упоминать там название комплекса. Абсолютно, мне это не нужно. Почему? Для общей информации. Может, кому-то будет интересно. Кто-то напишет мне и спросит: Дима, отдай нам контакт. Конечно, я дам вам контакт. Я его не буду писать в описании. Единственное, что здесь, почему я выставляю вот именно эти фотографии, именно вот от этих людей, потому что здесь я четко знаю, что там порядочные люди. Это порядочные люди, через которых прошла не одна сделка. И я, поискав плохие отзывы про этих людей, не нашел. Если бы хотя бы где-то промелькнуло, что кто-то кого-то обманул, ну, друзья мои, никогда эти телефоны я бы никому не дал. Здесь я спокоен. Рекомендации на этих людей даны. И я дам вам их телефоны, а вы дальше уже говорите, решайте, спрашивайте, выносите им мозг и делайте, что хотите. Я даю фотографии, я даю цену, краткое описание и телефон по запросу. А дальше не ко мне. Вы единственное скажете: о, начинается, вот, и тут он сейчас начнет зарабатывать. Нет, друзья мои, ничего не начинаю зарабатывать. Цена указана, вы сами разговариваете. Будет у вас потом желание, если у вас покупка и сделка, дай бог, пройдет успешно, вы подумайте, как меня отблагодарить. Добрым словом, бутылкой виски или еще чем-то. Мне не важно. Я также для себя учусь, я понимаю. Я буду читать ваши комментарии. Я буду читать минусы. Я буду читать плюсы. Здесь я вообще не буду делать никакой цензуры на ваши комментарии. Пишите, что хотите. Ни одного комментария я не сотру, потому что мне самому важно понимать, что это большая цена на сегодня, маленькая цена на сегодня, хорошее место, нехорошее место, соответствует ли метраж этого места этой цене. Не знаю. Я покупать эти апартаменты не буду. Это все для вас. Поэтому формат вот этого общения пойдет так. Фотографии, описание, запрос по возможности. Ругайтесь там между собой сколько хотите. Я здесь сторонний наблюдатель. И теперь, опять же, Дима, а где же твой здесь шкурный-то интерес? Вот что-то ты сидишь, делаешь каждый день эти видео.
Ты же все должен, ты же все какая-то подноготная здесь есть. Ты же хочешь, наверное, где-то много денег заработать с нас. Шкурный интерес. Да, да, друзья, я вам скажу, где здесь мой шкурный интерес в данной ситуации. А он очень прост. Вы понимаете, посредством канала за 8 месяцев я приобрел очень много хороших знакомых. С кем я разговаривал по телефону, лично не видел. С кем-то разговаривал 10 минут, с кем-то намного больше, с кем-то больше не хочу разговаривать, а с кем-то хотелось бы разговаривать дальше, потому что это знакомство с людьми, это общение. Я знаю, что очень многим людям я помогаю, делаю это абсолютно бескорыстно, я даю телефоны, и многим помог с визами D, когда люди обратились по моим рекомендациям и получили полную, качественную работу с завершением этой ситуации. Я доволен. Да, денег не надо. Ну, захочет кто-то приехать ко мне, там, привезти тортик, там, не знаю, и оказать мне какую-то нефинансовую услугу. Будет замечательно, спасибо. Не захочет, ну, спасибо. Вот. И иногда я тоже замечаю, что не всегда, когда ты делаешь какие-то хорошие дела и помогаешь людям, было пару ситуаций в последнее время, когда я сказал себе: ой, Дим, все, вот на этом стоп. Здесь вот ты сделал так, кому-то хорошо, не взял ни копейки денег. Тебе люди обещали сделать услугу, которая не стоила денег, а потом про тебя просто забыли. Ну, значит, так оно и произошло. Но я все равно сделал доброе дело, на меня забили. Ну, забейте на себя, ребят, после этого. Вот именно тем, кому я это сделал, больше никаких хороших услуг не будет. Мы просто забыли друг про друга. Мы не ругались ни с кем. Но, ну вот как-то так. И поэтому смотрите фотографии, оценивайте для себя. Контакт я дам. Дай бог, если у вас что-то получится. Если у вас что-то не получится, ну, замечательно, тоже дай бог. Может быть, эти люди подберут вам другие объекты, не по этим фотографиям. Меня уже дальше ничего не касается. От вас потом просто напишите мне: Дима, спасибо, или Дима, не получилось. Ничего больше. Мне не надо от вас там 1, 5, 8%. Ничего не нужно. Нужно то, что вы, спасибо, что вы меня смотрите, что вы слышите, что появляются хорошие посредством вот этих видео, прекрасное общение, от которого не становится скучно и приятно. И вот это шкурный интерес, потому что наш круг общения в Болгарии за практически год проживания здесь, он так разросся. И мы очень довольны, что есть хорошие люди. Это здорово. Ну, наверное, и этим хорошим людям тоже приятно общение с нами. И сейчас я говорю не только про израильтян, я говорю про болгар, про русских, про украинцев, про казахов, про немцев, про ирландцев, и даже финны есть. Вот. Хубавден. Шельхам йом наим хаварим шели. And have a nice day, my friends. Ciao, ciao.